Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я записываю ролик, отвечая на вопрос, который иногда мне некоторые из вас задавали в комментариях, особенно тогда, когда я что-то рассказывала о недвижимости в Польше. Теперь у меня появилась информация на эту тему, и я хотела бы, конечно же, с вами ней поделиться. Что касается недвижимости, если кого-то интересует, я записывала ролики, как снять квартиру в Польше, как это лучше сделать, на что обращать внимание и так далее. Есть у меня такие видео, сегодня не буду об этом повторять и опять то же самое рассказывать, но если кому-то все-таки интересны эти темы, задавайте конкретные вопросы, и я тогда постараюсь снять отдельное видео. Сегодня же я хотела бы с вами поговорить и рассказать вам о самых дорогих городах Польши. Я думаю, что многие из вас подумают, что это Варшава, Краков, Вроцлав, Познань, Гданьск. Ничего подобного. Хотя эти города и не дешевые, потому что здесь средняя цена за метр квадратный квартиры от застройщика превышает 10 тысяч злотых, но все же в Польше есть такие места, где эта цена в разы и в разы выше. Вы, наверное, удивитесь, поэтому смотрите ролик до конца, и вы узнаете много нового и интересного. Во что же вкладывают богатые поляки деньги и где именно они это делают. Итак, поехали. Честно говоря, до некоторого времени я думала так же, как и вы, что лидером в ценах на недвижимость является Варшава. Там сейчас цена за метр новой квартиры превышает 13 тысяч злотых. На втором месте это Гданьск, и далее идет Краков. Ну и, естественно, Вроцлав и Познань уже за ними. Что касается квартир со второй руки, то есть уже бывших бэушных в использовании, то есть старых квартир, ну как старых, не от застройщика, то там цены в границах 10, выше 10 тысяч злотых, в зависимости, конечно же, от района, от типа квартиры, от типа дома, в котором она находится, многоэтажка или это более низкий дом. То есть здесь очень много нюансов, на которые нужно смотреть. Вот, и здесь нельзя подать однозначной цены, это так все в среднем. Итак, давайте же к теме нашего ролика, где же самая дорогая недвижимость в Польше и сколько это стоит. Итак, самые дорогие апартаменты в Польше находятся в таком городе, как Świnoujście. Это на море, на границе с Германией. Там туда приезжает очень много немцев отдыхать, но все же большинство апартаментов выкупают поляки. И еще год назад, когда начались всем известные события, была такая тенденция и такой слушок, что вроде бы в Польше люди как бы стали побаиваться инвестировать и в стране, то есть в Польше, на территории своего государства. И как бы люди посмотрели уже далее на Запад, на Испанию, в те края, может там покупать квартиры. Но сейчас уже год спустя люди более так успокоились, паника закончилась. И инвесторы вернулись в свои родные пенаты, можно так сказать. И в этом городе Świnoujście богатые поляки инвестируют в апартаменты. Некоторые из людей инвестируют в эту недвижимость для того, чтобы сохранить, во-первых, деньги, во-вторых, иметь, как бы сказать, доход от сдачи этих квартир туристов. Они как сказать, подписывают контракты с фирмами, которые ведут уже такое, как сказать, полное обслуживание, то есть ищут клиентов, рассчитываются с ними, там, следят за квартирой, а хозяин получает определенную сумму, то есть он определенную сумму платит за все эти услуги, и все остальную часть денег получает от сдачи этих апартаментов. Конечно же, в то время, когда сам ними не пользуется. Есть такие люди, которые покупают эти квартиры как бы второй дом, чтобы иметь место, куда все время можно подъехать, в любое время отдохнуть с прекрасным видом на море или же
ну да, в Свиноустью на море. Вот. И, конечно же, сберечь свой капитал, потому что квартиры в таком месте не стоят на месте, уже тавтология, не стоят на месте, но в какой-то степени дорожают, поэтому капитал сохраняется. Второе место в этом списке занимает Закопане. Все знают эту зимнюю столицу Польши. Там, я же не сказала еще в Свиноujściu какая цена, там средняя цена метра квадратного от застройщика это 33,5 тысячи злотых. Но есть такие апартаменты, где цена за метр доходит и до 65 тысяч злотых. Представьте себе на минуточку, какая это большая сумма. Далее идет Закопане. Там цена за метр выше 20 тысяч злотых. Это второе место. И третье место это Сопот. В Закопаnem это 20 800 злотых за метр, в Сопоте 20 600 злотых за метр квадратный квартиры от застройщика. Так что можете себе сравнить обычные такие города, какая там цена, если в Варшаве превышает 13 тысяч злотых, и здесь, в этих трех местностях, какие цены. Конечно же, потом идут Миколайки, это на Мазурах, там уже по 19 тысяч, еще некоторые такие есть курортные места. Так что, как сказать, в авангарде идут хорошие курортные города, там цены апартаментов намного и намного выше, чем даже в столице Польши. К этой всей тенденции доходит и то, что возможность работать удаленно сейчас все больше и больше и больше, поэтому некоторые люди предпочитают жить в курортном месте и работать удаленно оттуда некоторое время, возвращаться потом в свой город, иметь как бы второй дом и тут, и там, и менять места в зависимости от настроения, в зависимости от предпочтения. Также количество богатых людей в Польше растет, количество людей, которые имеют деньги, которые могут заинвестировать еще во что-то, и поэтому с удовольствием вкладываются вот в такие апартаменты. И они знают, что в этих местностях курортных всегда найдутся люди, которые захотят приехать и снять на некоторое время квартиру. Так что даже если они не пребывают там все время и допускают такую мысль, что эту квартиру можно сдавать, так что они во время своего отсутствия еще на этом и зарабатывают. Конечно же, и тут все имеет свои плюсы и минусы, потому что если тебя нету все время постоянно на месте и ты хочешь сдавать квартиру, нужно прибегнуть, если не хочешь мотаться туда и назад, нужно прибегнуть к услугам некоторых фирм по недвижимости, которые также занимаются такими вопросами. И здесь будут, как сказать, здесь будут уже оплаты. Для этой фирмы нужно считаться с тем, что доходы тогда у тебя также будут малеть. То есть нужно заплатить фирме, нужно заплатить налог от сдачи квартиры, но все равно это лучше, чем квартира стоит пустая и на себя не зарабатывает. Хотя также нужно считаться с тем, что после туристов нужно будет и ремонт сделать, и что-то в этой квартире поменять. Ну, как всегда обычно. Но все равно, считая, что сдача квартиры в таких местах намного дороже, чем в обычных городах, поэтому все как-то окупится, наверное, я так думаю. Вот, люди не будут бросать деньги на ветер, те, которые имеют, они знают в этом толк и знают, как на чем заработать. Вот такой сегодня ролик. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое, поэтому обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал, заходите, у меня много всего интересного, и я вас жду в новых роликах с нетерпением. Итак, до встречи, друзья. Пока-пока.